Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые трейдеры. В этом видео мы познакомимся с торговой стратегией Форекс, которая называется 4H Scalp System. Более подробно, как всегда, с ней можно ознакомиться на сайте strategiefo.ru. Там же можно скачать и шаблон для терминала МТ4. Стратегия достаточно простая, она у нас мультивалютная, предназначена для интервала 4 часа, и нам потребуется всего лишь один индикатор. Это экспоненциальное скользящее среднее с периодом 21. Итак, после того, как мы ее установили, дальше нас интересуют следующие условия. Обратите внимание, как только свеча, любая, то есть свеча должна закрыться ниже скользящей средней, любая свеча, не только свеча пересечения, но любая в дальнейшем свеча. Дальше мы смотрим на открытие следующей свечи. Эта свеча должна открыться ниже, чем середина предыдущей свечи. Середину берем как? От наивысшей цены отнимаем самую меньшую цену и получаем центральную цену, ниже которой мы должны были открываться. Открылись мы, здесь явно на глаз видно, ниже середины этой свечи, заключаем сразу сделку на продажу. Это речь о 4-часовом графике. Что касается стоп-лосса, по стоп-лоссу у нас для каждой пары свои размеры имеются. Например, для Audi доллара это 30 пунктов, для евро доллара это у нас 40 пунктов, для фунта, а именно на нем мы сейчас находимся, это 50 пунктов. Здесь, обратите внимание, у нас 50 пунктов. Стоп-лосс и take profit мы не устанавливаем, а ждем. Как только закрывается первая свеча, если она закрывается в размере превышающем в 2 раза размер стоп-лосса, то есть более 100 пунктов в данной ситуации, то мы закрываем сделку по текущей цене. Если же менее 100 пунктов, то мы просто ждем и уже устанавливаем take profit на расстоянии 100 пунктов. Здесь мы закрылись в 30 пунктов и тогда установили уже take profit в размере 100 пунктов. Вот он здесь у нас и был. Но до него мы не дошли, цена вернулась и выбила по безубытку. В безубыток мы переводимся, как только проходим, скажем так, 1/3 в данной ситуации, это порядка 65 пунктов до расстояния до take profit. И как видите, здесь это расстояние тоже было пройдено. Смотрим дальше. Потом у нас появляется, после этой свечи, она закрыта ниже скользящей средней. Вот эта свеча, которая открылась ниже явно середины всей этой свечи, тоже заключали сделку, но и она бы до своего take profit не дошла. Как видите, уже здесь после белой свечи надо было переводиться в безубыток и так далее. Эта свеча тоже у нас, обратите внимание, сигнальная, надо было заключать сделку на продажу, но закрылась она с белым телом, а при закрытии с белым телом мы сразу же закрываем сделку по текущей цене. Здесь мы потерпели убытки в размере 10 пунктов. Ну и так далее. Обратите внимание, здесь бы нас выбило по безубытку, потому что мы вошли, перевелись безубыток на закрытие этой свечи. То есть, как только закрывается первая черная свеча, забыли об этом сказать, а take profit у нас не достигнут, мы переводим нашу сделку сразу в безубыток. И здесь после этой черной свечи мы перевели сделку в безубыток, нас сразу выбило. Дальше заключили здесь сделку, тоже сразу выбило. Потом после белой свечи выходили с минимальными потерями. Эта свеча закрыта выше, открыта, то есть выше середины, не входили в рынок. Здесь тоже открыто выше середины, не входили в рынок. После этой свечи заключали сделку, и так далее. И вот еще очередная сделка. Здесь, обратите внимание, мы сразу прошли все 100 пунктов, поэтому тоже сделка была закрыта. Кстати, здесь мы немножко неправильно указали, давайте укажем правильно, потому что на момент закрытия мы не знаем, как она закроется. И здесь у нас было 95 пунктов, поэтому сделку не закрывали, оставались в рынке, и только здесь мы бы достигли нашего take profit, то есть пришлось бы подождать какой-то промежуток времени. Это что касается продаж. Давайте посмотрим на сделки для покупок, там в принципе аналогичная ситуация. Здесь у нас свечи должны закрываться выше скользящей средней, и эта свеча должна закрываться выше середины предыдущей свечи, то есть открываться. Здесь мы открылись, сразу заключаем сделку на покупку. Take profit, как помните, не устанавливаем, но цена не прошла на следующей 4-часовой свече более 100 пунктов и не закрывалась там, поэтому мы уже установили take profit, и на расстоянии в 100 пунктов мы получили здесь прибыль. Стоп-лосс, еще раз напоминаю, у нас равняется в данной ситуации, это у нас фунт-доллар, поэтому 50 пунктам. Вот, в принципе, и все. Здесь обратите внимание, после каждой этой свечи мы заключали сделки на покупку, даже после вот этой свечи, но здесь она закрылась, следующая свеча уже с минимальными потерями и вышли с рынка и так далее. Даже после вот этой свечи, как видите, выше середины закрыты, тоже заключили сделку, здесь прямой стоп был получен в размере 50 пунктов. Потом здесь заключали сделку на покупку, здесь нет, потому что ниже середины это открылось и так далее. Сделок очень много, стратегия достаточно активная, еще и мультивалютная, поэтому здесь потребуется, конечно, время и внимательность. А с вами был Сергей Гаспарян, спасибо за внимание, всем успешной торговли, до свидания.